Так, дорогие мои подписчики YouTube и Facebook, в общем, ситуация такая. Недавно я сделал обращение с просьбой к коммунальному предприятию, ну, то есть организации, которая занимается благоустройством, чтобы во дворе в связи с конфликтами с придурочными соседками, которые в нарушении закона присвоили себе лавочку со спинкой, самую комфортную во дворе, скажем так. Я попросил, чтобы эта данная организация, которой, кстати, мы платим каждый месяц из своих скромных доходов, скажем так, в большинстве случаев. Ну, я и пособие по инвалидности выплачу этой компании управляющей, которых задача следить за благоустройством во дворе, если что, менять лавочки и все прочее имущество, какое, ну, например, вышло по сроку лет из эксплуатации, как бы сломалось или что-то еще. Это входит все в обязанности управляющей компании, вот этой организации по благоустройству. Значит, я боролся, подал эту заявку. В общем, сейчас я вам продемонстрирую, какая чехарда произошла. Значит, вот смотрите. Я подал это 5 числа заявку, после того, как у меня возник серьезный конфликт с соседками за лавочку со спинкой, на которую я, инвалид, также имею право, как и они. Равные права имеют, согласно закону, доступ к имуществу, которое находится за пределами квартир наших, оно является общим, то есть оно является в общем, пользоваться им имеют право абсолютно равный доступ у всех жильцов дома. И никто себе не имеет права назвать ничего, что является во дворе своим. Даже те растения, какие соседки садят, оно тоже, по сути, на территории, которая принадлежит, по сути, как бы самой обслуживающей организации. То есть это не их собственность. То есть, ну вот как-то так, даже и вот так. Вот такие законы. Но эти стервы, им наплевать на законы. Есть такие наглые лица, я так мягко скажу, которым наплевать на законы, на права людей, таких как я, инвалидов, пенсионеров, вот таких больных, как я, людей, блин. В общем, ситуация такая. 20 числа обещали сделать ремонтные работы, ни хрена не сделали в итоге, извините, ничего не сделали. Я подал вот такой вот, внизу видите текст, да, все видят текст. Я подал внизу вот обращение свое, пожаловался на беспредел, что во дворе есть поломанные лавочки, на которых сидеть неудобно, без спинок, очень неудобно. А я человек больной, мне больная спина, поясница больная у меня. Мне нужна лавочка со спинкой, чтобы я мог спокойно выйти и посидеть во дворе. А у меня лавочек со спинкой у нас очень мало во дворе. 2 лавочки всего во дворе со спинкой. Все остальные, какие имеются, они в жутком состоянии, я так скажу, мягко говоря, в нехорошем, и без спинок. Они неудобны для таких больных людей, как я. В общем, ситуация в чем, дорогие? Пока, значит, ну, просто вам рассказываю. В итоге я обратился, чтобы они либо заменили эти лавочки и поставили новые со спинкой, чтобы было таким, как я, инвалидов, и инвалидам, таким больным людям, как я, комфортно выйти в теплую погоду, подышать, посидеть свежим воздухом. Так, чтобы вы понимали, ничего из этого всего компания не захотела сделать. Они мне пишут отписки. Вот я подал обращение, видите, да, вот. Они зарегистрировали его, потом якобы компания взяла в работу, а потом компания слилась. Короче, сказала, нахрен оно нам не надо, нам плевать на таких, как ты, иди гуляй лесом, мучайся дальше во дворе. В общем, чтобы вы понимали, вот они мне ответили. Я не буду все дословно здесь вам переводить, кто не понимает украинский, я тоже его плохо понимаю, но я суть себе там перевел с помощью специального приложения, я перевел на русский, на мой родной язык, и я, в принципе, понял все, суть, что там написано. Значит, я вам вкратце просто переведу. Значит, управляющая компания отвечает мне. В общем, единственное правильно, что они объяснили, что все имущество, какое во дворе, является на равных правах к нему доступа всех жильцов дома.
Вот единственное, что они правильно объяснили, разъяснили. Понимаете, да? А вот остальное, вот, понимаете, да? Остальное, скажем так, вот здесь уже жесть. 17:45 повітряна тривога. Блин, задолбали сатанюки, задолбали своим терроризмом военным, блин. Нечисть поганая, уже от вас Реальний Київ нервы уже, блин, вот так уже. В общем, ситуация такая вот. А дальше они рассказывают, как бы это сказать мягко, дальше они рассказывают, что мы не можем, у нас нет финансов, да вы должники все там, короче, многие. И, в общем, нам не за что это не предусмотрено, типа как тыры-пыры, короче, пошли вы нафиг, нам плевать на ваши все просьбы, проблемы. Размещайтесь, как хотите, на лавочках во дворе, как хотите. Это, мол, а вообще в конце они намекнули, что, скажем так, что вы можете за свои средства, типа, собраться и со свои средства лавочки себе Реальний Київ, поставить. Україна, місто. Да что ж там такое? Ты посмотри, что творится мне. МиГ взлетел в России. Или, как мы говорим, на России. Ну так что вы кипиш поднимаете? Ну взлетел он себе там. Ну, хотя есть опасность. Кинжал могут швырнуть. Это ракета такая опасная. Кто не понял. Из неместных. Местные это знают, что это такое. Это ж такие шакалы паршивые. Из ума выжившие россияне. Ну вы поняли, о чем я говорю. В Кремле имею в виду. Выжившие из ума. Терроризируют постоянно нашу украинскую нацию. Покоя не дают нам шакалы паршивые. Сатанисты. Что наши, что те, все одинаковые сатанисты, как по мне. У меня ко всем претензии. Я всеми недоволен. Что теми, что этими. В общем, ситуация в чем? Здесь, вернемся к этой теме. Здесь мне ответил ответили мне эта компания управляющая о том, что они не могут, короче, выполнить мою просьбу. И не только мою. Это желание остальных инвалидов и пенсионеров моего дома. Но я взялся как бы за всех, как бы, ну вы поняли, попросить. В итоге, что? Послали нафиг, это мягко говоря. Послали просто подальше, куда. Им наплевать на наши проблемы. Так вот, в связи с таким отношением скотским, я не собираюсь оплачивать счет этой управляющей компании. Потому что они не хотят выполнять свои обязательства. А значит, соответственно, нет смысла им платить, не за что им оплачивать их счет. Ну, счет не за что им платить. Коммунальные услуги, вот есть счет такой у этой управляющей компании. И я не вижу смысла, логического смысла никакого оплачивать им. Потому что люди не хотят выполнять свои обязательства. Это входит в их обязанности. Я знаю законы хорошо. Это задача вот этого предприятия коммунального. Обеспечить благоустройство дворов наших домов. Это их задача, это входит в их обязанности. И пусть не рассказывают басни. Или они думают, что все дурачки, и мы не знаем законов и своих прав? Я хорошо знаю законы и свои права хорошо знаю. В итоге хренушки. Короче, здесь ответили. Есть в конце итог такой, данного их объяснения ихнего, что если мы, жильцы дома, вот такие, как я, вот подобные, мы хотим, чтобы нам установили лавочки со спинкой, ну, комфортные, чтобы можно было во дворе сидеть комфортно, и чтобы их на всех хватало, комфортных лавочек. Мы должны, по сути, как бы из своих средств, а это солидные суммы, это очень приличные деньги, выложить эти средства из своих карманов, скажем так, если у нас есть возможность, если они есть, у многих их нет, у меня тоже таких средств нет. И таким образом они тогда нам, может быть, и установят лавочки. Ну, в общем, вот такая вот жесть. То есть все поняли, да, ситуацию, какой беспредел творится? Хотя по закону это их обязанность. Все, дальше они мурыжили. Дальше проверял куратор данной организации, которая контролирует все эти ситуации. Ну, в общем, в итоге не нашли проблем, и все. И сказали, все хорошо. Здесь та же самая отписка. Закрыли это обращение мое, как вы видите. Вот закрыто, наверху самое. И то же самое отписка. Все, как хочешь, твои проблемы. Все проверили они. Ну, в общем, проблем не нашли. Я не знаю, как они там проверяли. Были ли они в моем дворе дома. Ну, короче, все проверили и проблем нет. Все хорошо. То есть размещайтесь во своем дворе на этих лавочках, как хотите. То есть, понимаете, лавочек у нас мало во дворе, сразу говорю, очень мало.
для такого большого количества жильцов, а если погода хорошая, хочется выйти всем на воздух свежий, то, чтобы вы понимали, многим места просто физически не хватит. Ну, кто из желающих посидеть. Просто, ну, его не будет, этого места. Если каждый сядет по 3-4 человека, ну, допустим, на эти лавочки займет, то просто многим не будет места. Ну, я просто к примеру говорю. Вот и все. И тем более половина из этих лавочек, вот которые, даже большинство лавочек, без спинок. А таким, как я, нужна лавочка со спинкой, потому что у меня болит поясница, у меня больная поясница, у меня больные ноги. Мне нужно нормально присесть, комфортно. Понимаете, с комфортом присесть, посидеть. Ну, в общем, вот такой вот ужастик. Все, вот вам просто суть, как у нас все это происходит, дорогие. Вот так они рассмотрели и, в общем, послали таких, как я, большим-большим лесом. Ну, в общем, вы поняли, да, о чем я говорю? Это так, выражение у нас такое есть. Говорю для людей, которые переводят мои речи с русского на английский, для иностранцев. Ну вот у нас такое выражение, это значит, что они, в общем, наплевали на нас. В общем, им наплевать. Они просто дали понять, что им все равно на наши проблемы. Вот такая вот печальная ситуация. Все, я все рассказал. Это просто я вам дал понять, насколько у нас вот все это через задницу, так выражусь, делается, и насколько игнорируются проблемы таких, как я, больных людей. Напрочь. Им всем наплевать, просто наплевать на твои проблемы. От слова совсем наплевать. Это вам просто для понимания всей ситуации, что у нас творится. Какой беспредел, какое беззаконие творится в Украине, в Киеве. То есть ты жалуешься, не жалуешься, обращайся, не обращайся, всем наплевать. Ну вот как-то так вам для понимания всей ситуации. И что тебе денег не хватает на пропитание и на лекарства, всем наплевать. Отдавай за коммуналку больше половины и все. И как хочешь дальше. Ну суть такая просто, отношение все. А дальше как твое пропитание, на продукты и на лекарства цены сумасшедшие. В конце добавляю просто всю ситуацию, обрисовываю. И как я могу из своего копеечного пособия этого мизерного по инвалидности этих денег, как нетрудоспособный инвалид с детства, как я могу себе позволить что-то выделить где-то куда-то, когда я не могу себе пропитаться нормально позволить, лекарства нормально в достаточном количестве не могу себе заказать позволить. Ну, в общем, вы поняли всю ситуацию. Ну, как-то так вам, просто для понимания. Плюс 34 градуса, 2 Спасибо, спасибо, я все понял, спасибо, все хорошо, я все понял. Жаркая погода, у нас просто пипец, жара сейчас стоит. Сильная, у меня вентилятор сломался, аккумуляторный, маленький. Он мне так выручал, а теперь я в этом мучаюсь в жаре этой, обливаю себя холодной водичкой. Ну, вы поняли. И, в общем, пью воды много холодной, потому что, ну, пипец, просто жарынь такая, что просто жесть. Реально жарко очень. У меня бывает и давление подскакивает, бывает. Ну, то есть, в общем, вот такая вот ситуация. В общем, хреново все очень плохо. Во всех смыслах. Я ничего не смог добиться. Я пытался, как вы все поняли, я продемонстрировал. Я сделал со своей стороны, ну, что мог. Понимаете, да? Но, к сожалению, как вы поняли, всем наплевать. На все мои потуги, на все мои старания. Тупо всем наплевать. Вот я прихожу к такому печальному, мрачному выводу. Ну, в общем, как-то так вот. Так что я не знаю, что будет дальше, как дальше эта борьба, чем она закончится. Ну, походу, ничем. А эти соседки, эти стервы, они радуются, что все, что ничего не получилось у меня. Ничего, я по-другому. Я продолжу жаловаться по инстанциям и возмущаться о том беспределе, что творится. Я и не успокоюсь, пока в моем дворе не будут комфортные лавочки. И пока такие, как я, инвалиды и пенсионеры, такие больные люди, как я, не будут комфортно сидеть во дворе, дышать свежим воздухом. Я не успокоюсь, я буду жаловаться по всем инстанциям, буду добиваться, требовать и скандалить. Ну вот такой я чел, я умею за свои права бороться, и не только свои. Я знаю законы, знаю, как где что писать, какие жалобы отправлять, куда что направлять. У меня опыт большой. За плечами большой у меня жизненный опыт в этом плане, в борьбе за свои права инвалида. Так что я сказал, я добьюсь своего. Я добьюсь, я сказал. Они все равно поставят лавочки. Лавочки нормальные будут во дворе стоять. И будет все всем комфортно. Особенно таким, как я имею в виду.
Вы бы видели этот двор у нас. Ой, боже, это зрелище такое печальное. В каком он состоянии наш двор? В убогом, страшном состоянии. А лавочки — это просто жесть. Некоторые вообще в страшном состоянии, жутком просто. Ну, в общем, вы поняли ситуацию всю. Ну, вот как-то так. И всем на все наплевать, абсолютно. Вот в чем печалька. Ладно, я все рассказал, все, я заканчиваю. Я просто объяснил вам всю ситуацию. Ну, в общем, как-то так вот. Делаем выводы. В каком государстве мы живем. До Европы нам как до неба. Сразу говорю. Украине до Европы равняться и не доравняться. Очень далеко еще нам до цивилизованных стран. Очень далеко нам. С таким вот отношением, с таким вот, как вот это вот вы только что наблюдали, что я описал, рассказал ситуацию. Ну, в общем, нам не видать еще. Поэтому я понимаю прекрасно наших западных партнеров, ну, там, европейцев, американцев. Я понимаю, почему они не очень хотят нас куда-либо брать там в свои союзы. Понимаете? Я могу понять, я понимаю их. Как бы я не обижаюсь на них за то, что они нас не принимают, нашу страну, Украину, в Европу. Ну, не спешат, скажем так. Да потому что это с таким вот воровством, с таким подходом воровитым, никому мы не нужны там. Ну, наша страна, имею в виду, эти управляющие такие вот страной. Воровитые. Понимаете, да, о чем я? Никому мы там 300 лет не нужны такие, позорище такое. Которые только умеют, что присваивать себе средства бюджетные, то есть воровать деньги в свои карманы. Ну, в общем, вы поняли, да, в чем ситуация? Ну, вот как-то так. Поэтому с таким подходом, вот, с таким менталитетом вот этим вот, дьявольским, мы там не нужны 300 лет в этой Европе. Не нужны мы им там. А когда станем мы цивилизованной страной, да когда вся эта шваль, вот эта с верхов будет убрана, от верхов до, ну, до самых низов чиновников, когда все будет заменено полностью, смена системы будет правления, вот тогда только может быть, когда у нас достойные люди придут к власти в нашей стране, может тогда быть, Запад подумает, стоит ли нас брать вот в свой, так сказать, Евросоюз, допустим. Но пока нам далеко до Евросоюза. С таким вот менталитетом, с таким подходом вот жизненным. Понимаете, да? Нет, нам не видать. Нам не видать быть в союзе цивилизованных стран. Ну вот как-то так, для понимания всей ситуации. Все, я заканчиваю. Вот такая подрезюмировал, я подытожил печальную вот такую печальную ситуацию. В общем, как-то так. Все, я заканчиваю. Я все рассказал, мне уже добавить нечего. Я расстроен, рассержен. В общем, вы поняли. Все настроение на нуле. Не смог добиться элементарного, казалось бы, действия от управляющей компании. Ну о чем можно еще говорить? Ну, в общем, как-то так вот. Вот такой вот ужастик. Все, я больше уже все, я все рассказал, больше мне добавить уже, ну вот нечего. Ну, в общем, вот все, что происходит, я думаю, вы поняли. Но я сказал, я не успокоюсь, я продолжу дальше борьбу, я буду по всем инстанциям жаловаться, шуметь везде, где возможно. В общем, до тех пор, пока во дворе не будет комфортно сидеть, дышать свежим воздухом, таким, как я. Я не успокоюсь, а дальше продолжу по другим инстанциям повыше жаловаться и требовать. Ну, в общем, как-то так вот. Все, я заканчиваю.